Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. И сегодня мы с вами разберем костюмы из моего любимого кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Если вам интересно, то смотрите это видео дальше. В 1973 году на советские киноэкраны вышел фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Картина была создана по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Картина стала лидером советского кинопроката в 1973 году. Ее посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Основной сюжет разворачивается вокруг инженера-изобретателя Тимофеева, создавшего машину времени, которая удивительным образом открывает двери в XVI век во времена правления Ивана Грозного. В результате этого царь оказывается в советской Москве, а его тезка, пенсионер Иван Васильевич Бунша, вместе с мошенником Жоржем Милославским в палатах царя. Многие фразы из фильма стали крылатыми и ушли в народ. Храните деньги в сберегательной кассе. Танцуют все! Комедия Леонида Гайдая стала сокровищницей не только ярких образов, искрометных шуток и крылатых выражений, но также настоящим откровением для советских модниц. Особо примечательны в фильме именно женские наряды. Зинаида Тимофеева. Зинаида Тимофеева – это олицетворение западного гламура и переменчивости, ведь за достаточно короткое время она успела поменять сразу 3 наряда, которые едва ли вписываются в простую комнату обычного инженера. Впервые она появляется на экране в красном мини на фоне морского пейзажа. Под коротким платьем вставка в красно-белую полоску, что является прямой отсылкой к гламурному морскому стилю. Брошь в виде грозди ягод придает образу дополнительную сладость на ассоциативном уровне. На ногах стильные белые сандалии. В задымленной квартире Зинаида появляется в роковом комплекте земляничного оттенка, представляющем собой не то двойное платье, не то платье и мини-юбку. Лично мне кажется, что белые декоративные линии являются стилизацией царского облачения. Полоска вокруг шеи напоминает бармы, царский воротник, а декор грудной части, подолы и рукавов – орнаментальную полосу. Да и сам расклешающийся к низу силуэт сильно напоминает одеяние Ивана Грозного. Апогей великолепного стиля Зинаиды – идеально белый брючный костюм, а белый, как мы знаем, цвет роскоши и элиты. Аксессуары подобраны точно в тон – шляпка, бусы, перчатки и даже чемодан. Образ позже видоизменяется и становится полностью светлым, что, возможно, дает нам понять, что героиня раскаялась за свою ветреность, но, впрочем, в конце этой сцены она снова уедет с Якиным. Все 3 комплекта для Зинаиды шились с участием Вячеслава Зайцева. Его в 70-е годы прозвали лидером советской моды, а его наряды, созданные для героини Натальи Селезневой, были по достоинству оценены на Западе. Метаморфозы со стилем Зинаиды происходят с возвращением Шурика из объятий Морфея. В реальности Зина гармонирует с образом Шурика, на ней платье в черно-белую клетку и очки. Любовница Якина. Любовница Якина, как и главная героиня Зина, одета в красно-белые комплекты, но с явным преобладанием белого, чтобы не привлекало внимания. В той сцене, где Якин приезжает с любовницей обменять чемодан, а затем уезжает все-таки с Зинаидой, одинаковые образы обеих женщин дают понять, что Якину все равно, с кем ехать. Особой разницы ему нет. Ульяна Андреевна. Ульяна Андреевна Бунша регулярно меняет не только наряды, но и парики. То она курит сигару в роковом красном платье, будучи кудрявой брюнеткой, то ее густые длинные волосы, гармонирующие со стильным светлым костюмом, развиваются на ветру, пока она ругает царя на балконе, думая, что это ее муж. А в знаменитой сцене с 2 мужьями она предстает в комплекте из желтой полупрозрачной блузы с цветастыми брюками и в рыжем парике, который она эффектно снимает после ставшей крылатой фразы. И меня вылечат. В отличие от динамично сменяющихся нарядов женщин, одежда мужчин более постоянна, особенно черно-белый комплект Шурика. Шурик Тимофеев. Фильм начинается в реальности, которая изображена в черно-белом цвете. Изобретатель Шурик создает машину времени. Его одежда прямо указывает на деятельность научного работника. Белый халат, большие очки и простая рубашка в клетку, что одновременно может указывать на интеллектуальную деятельность, следование четким инструкциям, постоянство убеждений и устремлений и даже на усталость от рутинных будней.
На протяжении всего фильма его образ не поменяется. Даже в его ярком цветном сне он остается верен своим идеям, а главное – своей жене Зинаиде. Иван Грозный. Наряд Ивана Грозного в современной Москве поначалу соответствует эпохе XVI века. Царская шуба, появившаяся в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», летняя. Вместо традиционного мехового подклада выступает шелк царского цвета – пурпура. Однако воротник и манжеты оторочены собольем мехом, а сама шуба богато украшена золотой вышивкой. По мере развития сюжета, когда он начинает комфортно себя чувствовать среди советского интерьера и бытовой техники, когда ему начинает нравиться любоваться видами Москвы 20 века, его царское облачение сменяется на обтягивающее трико. Иван Васильевич Бунша. Одежда Ивана Васильевича Бунши, небрежно застегнутая рубашка и летняя, будто бы мягкая шляпа, выдают в нем простяка, наивного дурачка и даже подкаблучника. К слову, в черно-белой реальности Бунши выглядит иначе. На нем строгий костюм, даже его шляпа выглядит жестче. Жорж Милославский. Особым шиком отличается мошенник Милославский. Цвет его брюк идеально сочетается с цветом шевелюры, а изюминку образу придает шейный платок. Обратите внимание, что в сцене, где главные персонажи, которые скоро окажутся по ту сторону стены, встречаются в квартире Тимофеева, образуя гармоничную композицию в виде светлых пятен. Несмотря на кажущееся единение и схожесть, контраст между Буншей и Милославским мы можем увидеть в деталях. Когда они попадают за стену и наряжаются, Бунша остается сидеть в сандалиях, чем чуть не выдал себя. Зато Жорж полностью вошел в роль князя и уделил должное внимание даже обуви и поясу. Цветовые пятна в Москве XVI века не поменялись. Бунша и Милославский все так же гармонируют друг с другом, надев светлые наряды. Цветовая палитра нарядов перекликается с цветовым решением интерьера царских палат. Единственная яркая одежда у войска. Их красные наряды символизируют опасность и эффектно смотрятся во время погони. Обратите внимание, что остальные мужчины, которые часто попадают в кадр, например, режиссер Якин, стоматолог Шпак и польский диак Феофан или Федя, одеты как под копирку, в коричневые костюмы. Возможно, это сделано для того, чтобы данные персонажи не привлекали к себе дополнительное внимание. В целом, светлый колорит одежды героев и яркие акценты в виде платьев некоторых женских персонажей вполне соответствуют комедийному жанру. При упоминании темы моды в кинематографе мне приходит первым делом на ум именно Иван Васильевич меняет профессию. Несмотря на то, что я смотрела огромное количество фильмов, где были намного интереснее костюмы и вплоть до фильмов биографических о кутюрье. Но, возможно, так как этот фильм мне глубоко запал в сердце еще в детстве, и, конечно, наряды Зины поразили меня еще тогда, возможно, именно поэтому у меня такое отношение к этому фильму. В комментариях вы можете написать о своих любимых фильмах, к которым хотели бы получить обзор костюмов. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно было вам интересным, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи, пока!